Приветствую, товарищи! Это третья часть карьеры Kerbal Space Program. В прошлой серии мы посадили на Луну беспилотный зонд, а в конце взяли контракт на спасение кербонавта с орбиты. Именно им мы сейчас и займемся. Я проектирую ракету с расчетом на стыковку. Пользуясь нашей фишкой из прошлого видео, я добавляю побольше монотоплива, потому что оно очень даже может нас выручить. Верхнюю ступень будет толкать двигатель Терьер, ее я прячу под свежеизученный обтекатель. Вторую и первую ступени ракеты делаем подобными ракете из прошлой части. Делаю импровизированные боковые блоки, как на ракетах Союз. Топливо из них будет переливаться в первую ступень, что повысит эффективность ракеты-носителя на подъеме из атмосферы. Также стягиваю детали, чтобы ракета не тряслась во время взлета. Двигатели Пудель я заменил на факелы, потому что у них тяга больше. Также проверяем, что у нас в кабине 2 члена экипажа, и отправляемся в полет. Выход на орбиту стандартный, мы избавились от боковых блоков и отстрелили обтекатель. Я переборщил с количеством двигателей РСУ, поэтому я их выключил, и расход монотоплива у них будет великоват. Дожидаемся подлета к апоцентру и начинаем разгон для выхода на орбиту. Теперь, когда мы вышли на орбиту, все остается за инструментом маневра и правильными руками пилота. Мне удалось нащупать точку сближения, поэтому теперь нужно выполнить этот маневр. Маневр выполнен, а значит можно ускорять время. Поворачиваемся против движения относительно цели и уравниваем наши скорости. Теперь мы на близких орбитах и можно продолжать маневрирование.
Спустя еще несколько подобных манипуляций мне удалось сблизиться с аппаратом Гезрика Кермана на 1 километр. Вот он, можете заметить его визуально. Поворачиваемся к нему носом и сближаемся. Антон, кожу оцени, вот же воняет. Не забываем вовремя гасить скорость, чтобы не столкнуться и не пролететь мимо. В последний момент идем на руках. Стыковочного порта у него не оказалось, поэтому паркуемся рядом. Сначала выпускаем в космос Джеба, потому что у нас такой контракт. Контракт засчитан, выход в открытый космос. Антон. Включаю РСУ у Джеба и стараюсь аккуратно пересадить его в станцию. Вот и знакомство с Гезриком Керманом. Оказывается, он очень давно крутится на орбите. Выпускаем сначала его и пересаживаем в наш аппарат. Антон, кожу оцени, вот же воняет. Отлично, один кербонавт на борту, теперь очередь Джеба. Все залезли, значит можно поворачиваться против движения и сбрасывать скорость, чтобы вернуться домой. Не забываем о науке и выпускаем Джеба сделать доклад об обстановке. Вот вам красивый кадр подлета к Кербину. Перед входом в атмосферу я максимально сжигаю топливо, потому что волнуюсь из-за малого количества абляционного материала в посадочной капсуле. При входе в атмосферу использую в ступеньках тепловой щит. Сбрасываю ступень. Если хотите такую же графику, переходите по подсказке. Далее дело только за парашютом. Спокойно садимся. И каковы результаты? Контракт выполнен. Изучаем авиацию. И я подумал, что нам уже пора отправить карбонавтов на Луну. Беру 2 контракта для лунной миссии. Там был пункт про сближение 2 аппаратов на орбите нашего спутника, поэтому собираю ракету, немного напоминающую Аполлон. Она будет состоять из 2 частей: посадочной и той, которая вернет экипаж на Кербин после стыковки.
Посадочная часть снабжена монотопливными двигателями, которые помогут сесть на обратный поезд до Кербина, который будет крутиться на орбите в ожидании возвращения посадочного модуля. Отправлю их уже застыкованными, ибо так проще. Используют тот же диаметр ступеней, как и на других лунных ракетах. К спутнику отправятся 3 кербонавта: Джеб, Валентина и Боб, 2 пилота на случай проблем и ученый. Посадку будем выполнять на стукачах, на обычные посадочные стойки. Обязательно ставим Гер-1, потому что нам невыгодно выжигать монотопливо. Здесь оно будет использоваться только для возвращения посадочного модуля и стыковки с кораблем, который вернет экипаж на Кербин. Ну и посадочную капсулу с собой забирать мы не собираемся, поэтому я поставил на нее солнечные панели, ретранслятор и антенну. Я оставлю ее на орбите Луны в качестве спутника. Монотопливные двигатели установили, а здесь я очень долго мучился с диаметром обтекателя, но все же я решил поставить побольше, потому что так ракета не будет трястись, больший запас топлива, ну и в общем выглядит она тоже органичнее, без вот этого перехода по толщине. Вот и готовая ракета. Логика та же, как и в прошлой, только это помассивней. Груз у нас в этот раз не из легких. Вниз я поставил 5 двигателей Шкипер, они имеют отличную тягу и точно справятся с такой громадиной. Пока я настраиваю ступени, расскажу, как это все сработает. Сначала отработают нижние ступени, мы избавимся от боковых блоков. Очень удобно, что на этих топливных баках заранее есть двигатели для отвода ступеней, которые у нас до сих пор не изучены, поэтому они красиво крестом уйдут вниз в атмосферу, а мы продолжим набор высоты. Ну и ракета получилась очень громоздкая, поэтому, посмотрите, как она взлетит. Ну и, разумеется, не забываем проверить, что мы взяли с собой правильных кербонавтов и не ошиблись с пассажирами. Теперь можно отправляться в полет. Топливо боковых блоков выгорело, избавляемся от них. Ну и следом можно сбросить обтекатель, высота уже достаточно. Первая ступень тоже отработала свое, поэтому избавляемся от нее. Ну и мы продолжаем разгон для выхода на орбиту. Сейчас мы прямо в горизонтальном полете.
После выхода на орбиту создаем маневр для подлета к Луне и начинаем его настраивать. Зажигаем двигатели и выполняем маневр. Пришлось сделать лишний кружок вокруг Кербина, но зато полюбуемся красивыми кадрами. Мы попали в гравитационное поле Луны, ускоряем время до перицентра, поворачиваемся против движения и сбрасываем скорость, чтобы выйти на орбиту. Вот мы и на орбите, но нам нужно снизить перицентр и ускориться в него, чтобы понизить орбиту еще сильнее. Нам нужно оставить корабль, который вернет нас на Кербин, на этой низкой орбите, чтобы нам было легко до него долететь на нашей посадочной капсуле. После ускорения смотрим на контракт и следуем предписанному заданию. Выходим в космос за Валентину и делаем доклад об обстановке ради науки. А Джеба я затолкнул обратно, потому что доклад он будет делать на поверхности Луны. Пересаживаем Джеба и отстыковываемся. Отлетаем немного подальше от нашего корабля при помощи двигателей РСУ и сбрасываем скорость, чтобы сесть на планету. Визуально подбираем место для посадки и ускоряем время, потому что стукачи это очень мощные двигатели и они справятся с любой скоростью. Гасим горизонтальную скорость, чтобы не сесть в кратер. Плавно замедляясь на малой тяге двигателей, снижаемся и выпускаем посадочные опоры.
вот оно, финальное торможение перед посадкой. Аккуратно тормозим на малой тяге двигателей и не даем кораблю взлетать. Что я, к сожалению, сделал. Но в любом случае нам удается сесть. Посадка. Теперь Джеб первый кербонавт на Луне. Поэтому делаем доклад экипажа и делаем первые шаги. Лечу на джетпаке к соседнему огромному камню, но оказывается, что он прозрачный, поэтому Джеб отправляется обратно к кораблю делать превью. Ну и пока я делал превью, я успешно забыл посмотреть контракт и сделать самую культовую вещь — поставить флаг. Поэтому на Луну нам придется вернуться еще разок. Здесь я смотрю на карту и примерно прикидываю, в какую сторону нужно взлетать, чтобы состыковаться с нашим кораблем. Взлетаем. Стукачи отлично поднимают нас в воздух, но их топлива не хватит, чтобы добраться до нашего корабля. Поэтому дожигаем топливо на них и отстыковываем нижнюю ступень с ногами. И вот, как обычно, монотопливные двигатели нас выручают. После выхода на орбиту нам нужно создать маневр и выровнять наши орбиты по углу наклона. В таком же темпе продолжаем манипуляции сближения. Маневр для сближения можно было автоматически построить с помощью мода MechJeb 2. Выполняем маневр на монотопливных двигателях. Удается нащупать точку сближения и установить визуальный контакт с аппаратом. Ускоряю время и немного пролетаю мимо, но это не проблема. Приближаемся к нашему Аполлону и стыкуемся.
переносим всю науку в капсулу для науки и пересаживаем Джеба обратно. Эту капсулу я хотел оставить на орбите как спутник, поэтому расстыкуемся и покидаем гравитационное поле Луны. Поворачиваемся по движению и начинаем ускоряться. Выходим на орбиту Кербина и сбрасываем скорость, снижая высоту перицентра. Также прожигаю все остатки топлива перед входом в атмосферу. Кожа воняет. Ступень сделала свое, осталось спуститься на парашюте. Быстро прогораем и спускаемся. Антон. Раскрываем парашют, и миссия выполнена успешно. Теперь мы при деньгах и собрали немного науки. Изучаю посадку. Так как я не поставил флаг и вытащил с Луны мало науки, строю новую ракету с двухместной кабиной. Кстати, стыковку как у Аполлона нам не засчитали за выполнение сближения на орбите, что очень странно, но мы разберемся с этим позже. Как видите, садиться снова будем на стукачах, но зато в этот раз на ракете присутствуют научные модули. Логика все та же, не вижу смысла ее повторять. Только повторю, что мы снова используем двигатель Шкипер из-за их отличной тяги в атмосфере. Смотрите, какой у меня классный корабль, двигатели. Какой у меня классный корабль. Избавляемся от боковых блоков, а также сбрасываем обтекатель. Сбрасываем первую ступень. Этого нам хватило, чтобы выйти на орбиту. Не хочу по новой вставлять вам процедуру полета и маневрирования, поэтому это останется за кадром. И вот таким волшебным образом мы уже в гравитационном поле Луны. И нам нужно сбросить скорость, чтобы выйти на орбиту. Нам нужна посадка на светлой части спутника. Ускоряем время до перицентра и сбрасываем скорость окончательно.
Садиться мы будем в этот огромный кратер, поэтому ускоряем время и будем оттормаживаться второй ступенью. Избавляемся от второй ступени, гасим горизонтальную скорость и выпускаем шасси. Посадка получилась мягче, чем в первый раз на Луне. Проводим научные эксперименты. Доклад экипажа, и Валентина делает первые шаги по планете. Ставим забытый в прошлый раз флаг и докладываем об обстановке. Сажаем Валентину обратно, а для Боба у нас другая задача. Он тоже удостоен чести поставить флаг, и сейчас будет проделывать научные эксперименты. Он ученый, поэтому наука вернется в полном объеме. Сбрасываем науку в капсулу и сажаем Боба назад. Здесь нам больше нечего делать, поэтому улетаем подальше. Я забыл поставить на нос двигатели РСУ, поэтому это последнее топливо, что у нас есть. Сбрасываю скорость в эпицентре Кербина, но немного задумываюсь над маневром, потому что у меня появилась вторая траектория, а я не очень хочу столкнуться с Луной. Но все же немного проматываю время и снижаю перицентр до хорошего значения. Ускоряю время и можно входить в атмосферу. Выжигаю оставшееся топливо и отстыковываю ступень. Я не волнуюсь из-за этого теплового щита, ведь у него целых 200 аблятора. Этого нам точно хватит.
После такой важной миссии кербонавты возвращаются домой. На всякий случай я поставил на ракету 2 парашюта, один тормозной, второй основной. Их хватило, и мы успешно приводняемся. Из Муны нужно выжимать максимальную пользу, поэтому беру контракт на вывод спутника на ее полярную орбиту. Ракета в целом не будет отличаться от других, только на спутник, согласно контракту, следовало добавить термометр и научный модуль. Этот полет я ускорил посильнее остальных, потому что, думаю, вы уже запомнили, как лететь на Луну. Понятное дело, мы оттормаживаемся и маневрируем, но вот только одно дело, я вышел на эту орбиту, но оказалось, я кручусь не в ту сторону, поэтому, повернувшись против движения в перицентре, я решил прожечь 1000 метров в секунду дельта В на этот невероятный разворот. Этот спутник я пытался вывести на орбиту примерно час, впервые серьезно взялся за такое задание, в итоге после успешно выполненного маневра контракт засчитало. Но тут мне вспомнилось задание на сближение двух аппаратов, которые мы не выполнили с нашим кораблем Аполлоном. У нас осталась на орбите та капсула, на которой мы садились на Луну. А на этом спутнике осталось приличное количество топлива, которое нам хватит на сближение, поэтому выполняем это задание на нем. После всех этих маневров мы и правда видим капсулу, но ближе приближаться нам и не надо. Контракт уже засчитало за выполненный. Возвращаемся в космический центр, улучшаем научный комплекс и изучаем тяжелое ракетостроение и точное машиностроение, чтобы отправить беспилотные аппараты дальше гравитационного поля Кербина. На этом закончим нашу серию. Мы очень много сделали за этот выпуск. Напишите в комментарии, понравился ли вам длинный формат и что вы думаете о продолжении карьеры в таком варианте. Поддержите канал лайком и подпиской. Спасибо, всем до встречи.